Приветствую всех фанатов Lineage 2, и сегодня у нас на обзоре моя бюджетная сборка ПК. Задачу перед собой я ставил собрать недорогой компьютер для работы, и чтобы как минимум можно было поюзать большую часть современных игр, пускай и на минимальных настройках. За основу я взял i3 процессор 10105 со встроенным графическим ядром. Не спешите сразу ставить дизлайк, ибо видеокарта в моей сборке тоже присутствует. А для чего мне нужна была встроенная графика, я расскажу чуть позже. Охлаждать процессор будет кулер Deepcool с медным пятаком, который рассчитан на максимальное тепловыделение до 95 Вт, что в нашем случае это даже немножко с запасом. Хотя, если честно, то тут и боксового кулера хватило бы за глаза. Далее, чтобы не затягивать видео, я постараюсь быть максимально кратким. Но если вам будет интересно, чем я руководствовался при выборе комплектующих, то пишите свои вопросы в комментариях, я непременно на них отвечу. Собирать мы будем на совершенно обычной материнской плате Asus Prime на чипсете H510MK. Она отлично подойдет для нашей бюджетной сборки. Так как компьютер мне нужен не только для игр, я поставил сразу две планки оперативной памяти DDR4 по 8 ГБ от фирмы Corsair. Операционку я поставил на M2 SSD накопитель Kingston на 500 ГБ. А отвечать за графику будет старенький видеочип от NVIDIA GeForce GTX 750 Ti с объемом видеопамяти 2 ГБ. Питать все это дело у нас будет блок питания AeroCool на 500 Вт, который сертифицирован в стандарте 80+. Питание я брал запасом, чтобы в будущем можно было заменить видеокарту на более мощную. Все комплектующие я разместил в небольшом строгом корпусе AeroCool. Сейчас я кратко пробегусь по ценам, далее поясню за графику, а потом мы посмотрим, как себя чувствует такая сборка в линейке, и подведем итоги. Процессор 10600 рублей, кулер на проц 900 рублей, материнская плата 5600, бэушная 750 Ti в хорошем состоянии примерно 6000 рублей. Две планки памяти 5800, блок питания 3600, SSD накопитель 3700 и корпус 2800 рублей. Итого вся сборка нам обошлась примерно в 39 тысяч рублей. Если брать все то же самое, только без встроенной графики, можно еще сэкономить около 3000 рублей. Но так как видеокарта у меня уже старенькая, я решил доплатить. И в случае выхода ее из строя я смогу спокойно пересидеть какое-то время на встройке. Цена этого вопроса мне показалась небольшой, потому я таким образом немного подстраховался. Дело в том, что у меня уже был случай, когда в самый неподходящий момент видюха пошла артефактами. И я был вынужден в срочном порядке покупать недешевую затычку. Кстати, чуть позже я планирую испытать встроенное графическое ядро в действии. А именно, я хочу посмотреть, как оно справится в работе с Lineage 2. То, что оно справится, я даже не сомневаюсь. Вопрос только, насколько это будет хорошо. По итогу результата этих тестов я опубликую у себя в группе ВК. Все ссылки вы, как всегда, сможете найти в описании к видео. Что касаемо работы этого системника с моей старенькой видеокартой, то при запуске двух окон в линейке я спокойно смог дополнительно загрузить и насладиться игрой Mount & Blade 2 Bannerlord, причем не на самых низких настройках. И все это хозяйство шло в Full HD разрешении. Во всех трех играх одновременно в среднем наблюдались комфортные 60 FPS, и только в крупных городах Lineage 2 случались небольшие просадки. Результатом я остался более чем доволен, собственно, именно на такой результат я и рассчитывал. Дополнительно хочется отметить, что в данной сборке относительно небольшая производительность в играх, а сказывается это именно из-за слабой видеокарты. Но на данный момент у меня рука не поднялась приобрести что-то более производительное, так как из-за курса биткоина цены на видюхи неоправданно дорого стоят. Но если в будущем ее заменить, к примеру, на GeForce GTX 1660 Super, а именно под что-то подобное я и подбирал такой блок питания, то можно уже будет насладиться всеми современными AAA проектами. Ребят, я старался сильно не растягивать видео, поэтому еще раз напоминаю, если возникнут какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Я рано или поздно все равно на них отвечу. А за микрофоном, как всегда, был ваш Глад Ампутация. Всем удачи и пока.